12 марта 2011 года в 8 часов утра Рэйчел Ордли, менеджер магазина Lululemon, как и каждый день пришла на работу, чтобы открыть магазин. Заметив, что дверь открыта, она решила, что это небрежность человека, отвечавшего за закрытие магазина накануне вечером. Когда Рэйчел вошла в помещение, свет был выключен, а одежда и аксессуары валялись повсюду. Увидев эту картину, она поняла, что магазин ограбили, поэтому закричала и спросила, нет ли там кого-нибудь. На что услышала стон, который испугал ее, и она бросилась на улицу, чтобы вызвать полицию. По соседству с Lululemon находился магазин Apple, который открывался только в 10 утра. Но на улице в ожидании стоял мужчина по имени Райан Хок. Рэйчел спросила его, может ли он сопроводить ее в Lululemon, на что Райан согласился, не зная контекста просьбы. За день до этого были представлены планшеты iPad второго поколения. Поэтому, по словам Райана, он ждал открытия магазина Apple, чтобы приобрести один из этих продуктов. Когда они вошли в Lululemon, Рэйчел попросила мужчину пройти в заднюю часть магазина, чтобы посмотреть, откуда доносится стон, который она слышала ранее. Райан зашел в подсобку. Увидел тело, лежащее лицом вниз в луже крови, и крикнул менеджеру, чтобы она вызвала полицию, так как, судя по всему, там был труп человека. Когда мужчина выходил с подсобки, он заметил там еще одну женщину, у которой были связаны руки. Она, похоже, потеряла сознание, но было видно, что она дышит. Райан рассказал Рэйчел о том, что там лежит безжизненное тело и еще живая женщина, и что, похоже, они обе подверглись насилию. В этот момент менеджер сделала второй звонок в полицию. Офицеры быстро прибыли на место происшествия. Было уже примерно 8:20, когда они увидели ужасную картину. Магазин, судя по всему, был ограблен. Одна из женщин лежала мертвая в луже крови и полностью изранена, а вторая была жива, но не реагировала на происходящее, была связана скотчем и ранена в лицо. Это были сотрудницы Lululemon: Джейна Мюррей, погибшая женщина, и Британи Норвуд, выжившая после нападения. Обе работали в вечернюю смену и закрывались около 10 часов вечера, то есть перед самым закрытием кто-то зашел и напал на женщин. Было пока не ясно, было ли это ограбление или месть, или Джейна пыталась защитить магазин, поэтому была убита, а Британи, возможно, выполнила требования преступника и осталась в живых. Британи Норвуд была доставлена на носилках в пригородную больницу, чтобы там обработали ее раны и выяснили, нуждается ли она в госпитализации. В этот момент они еще не знали, насколько серьезны ее ранения. На груди, ногах, руках и лбу имелись видимые рваные раны, но больше всего поразила одна – 5-сантиметровый порез на большом пальце правой руки жертвы, возможно, полученный при попытке защититься, когда на нее напали с ножом. Безжизненное тело Джейны Мюррей было доставлено в судебный морг, где было проведено вскрытие. Результат был неожиданным, так как нападение было жестоким, с более серьезными повреждениями, чем у ее напарницы, что говорило о том, что, возможно, она действительно пыталась противостоять грабителю. Или же существовала вероятность того, что Джейна была причиной того, что этот человек пришел в помещение для непосредственного убийства. Вскрытие показало, что всего на теле Джейны Мюррей было 330 ран, что означает, что нападение было крайне жестоким, а это обычно подразумевает то, что оно было совершено на почве гнева. Возникает вопрос, кто мог быть настолько рассержен или иметь столько злости, чтобы нанести такое количество ударов? И это было не просто убийство, это была пытка. Во время нанесения большинства ранений Джейна оставалась живой, что означает, что жертва находилась в сознании на протяжении большей части пыток. По количеству нанесенных ран можно сделать вывод, что это могло быть очень личное нападение со стороны человека, который ее ненавидел. На месте преступления криминалисты также обнаружили одну из важнейших улик по делу – кровавый отпечаток от спортивной обуви Reebok 46 размера. Они сделали вывод о том, что его оставил человек, совершивший эти нападения. Обе женщины, ставшие жертвами нападения, имели спортивное прошлое. Джейна Мюррей родилась в Хьюстоне, штат Техас, 22 ноября 1980 года. На момент убийства ей было 30 лет. Ее семья состояла из родителей Дэвида и Филлис, ее самой и еще 2 братьев и сестер. Все говорили, что она была очень позитивной женщиной. Джейна также путешествовала по всему миру.
В частности, она даже ездила учиться в Китай. Там она воспользовалась возможностью путешествовать по Азии, а также совершила поездку в Японию. Одним из ее влечений было поддержание здоровья, занятия спортом и в частности йогой. В свой последний день рождения, когда ей исполнилось 30 лет, Джейна засняла себя прыгающей с тарзанки. Это также говорит о том, что она была открытой и улыбчивой женщиной. Ее фанатизм к спорту проявился с самого раннего возраста. Джейна занималась всеми видами спорта и танцев. Она изучала балет, джаз, чечетку, волейбол и многое другое. Некоторые подробности жизни Джейны также включают в себя увлечение мексиканской кухней. Более того, в каждый ее день рождения ее семья отправлялась в ее любимый мексиканский ресторан, чтобы вспомнить о ней. И правда в том, что все в ее жизни говорят о ней только хорошее. Никто не понимал, почему Джейна пострадала, почему ее убили. Следователи допрашивали всех, даже ее парня, за которого она собиралась выйти замуж. Но ни у кого не было мотива, видимо у Джейны не было врагов, но кто-то втайне все же ее ненавидел. После окончания колледжа девушка уехала жить в Арлингтон, штат Вирджиния, чтобы получить высшее образование в университете Джона Хопкинса. Именно в это время Джейна пришла в магазин Lululemon в этом городе, чтобы найти работу. Но в магазине ей сказали, что продавцов они не ищут, а на работу принимает магазин округа Монтгомери в Бethesda, штат Мэриленд. Магазин в Мэриленде находился в получасе езды, но она не хотела упускать такую возможность, поскольку любила этот бренд. Джейна отправила свое резюме и через несколько дней была принята на работу. Она получила эту должность не только благодаря своим знаниям в области йоги, но и благодаря своей харизме. Джейна стала одним из лучших продавцов Lululemon. В отличие от Джейны, у Британи, которая стала второй жертвой нападения, жизнь была несколько сложнее. Британи Норвуд родилась в бедной семье, где было 8 братьев и сестер, и у нее было не так много поводов для улыбок. По ее собственным словам, она и ее семья постоянно страдали от расизма. Несмотря на это, ее одноклассники отмечали, что она не теряла самообладание и была очень веселой. В этом ей помогал и спорт. В частности, футбол, потому что Британи играла в него в своей школе и стала одним из звездных игроков в этом виде спорта в своем районе. Затем, благодаря футболу, она получила стипендию на обучение в Нью-Йоркском университете. Ее мечтой было играть в футбол в составе официальной женской сборной США, а также принять участие в каком-нибудь чемпионате мира. К сожалению, отсутствие денег и возможностей прервало эту мечту. Британи изучала социологию в университете в Нью-Йорке, где у нее была стипендия, но затем она переехала в Арлингтон в штате Вирджиния, где у нее было 2 работы – в отеле и в магазине Lululemon. Однако, по некоторым данным, незадолго до нападения она была переведена в магазин округа Монтгомери. Обе женщины в момент нападения жили в городе Арлингтон, вели разную жизнь, но одинаково увлекались спортом. Они могли стать мишенью для преступника, который преследовал их с намерением причинить вред. К сожалению, одна из них погибла, но по крайней мере одна женщина осталась жива, возможно для того, чтобы восстановить справедливость в отношении напарницы. На месте преступления были обнаружены первые детали. Окровавленный след мужчины и нож, который был основным орудием нападения. Хотя следователи отмечают, что для нанесения всех ранений на теле Джейны использовались несколько предметов из магазина. Кроме того, из сейфа пропали 3 пачки денег. Не стоит забывать и о том, что женщина выжила после нападения. История Британи Норвуд может объяснить, как все произошло и кто виновен в случившемся. По крайней мере, описание могло бы привести полицию к разгадке. Ограбление указывало на то, что оно могло быть основным мотивом, но количество ранений не соответствовало тому, как обычно совершаются ограбления. В большинстве случаев грабители не собираются убивать, если только не сталкиваются с необходимостью сделать это, когда их могут обнаружить или человек не желает подчиняться. Кроме того, такие убийства обычно происходят быстро, как правило, с применением огнестрельного оружия. Однако нападение на Джейну было совершено с помощью ножа, и человек потратил время на то, чтобы подвергнуть ее пыткам. 12 марта в 14:35 в пригородной больнице состоялся первый допрос Британи Норвуд. Она рассказала, что нападение было совершено не одним человеком, а что в помещение вошли 2 мужчин в масках. Один из них позаботился о Джейне, а второй напал на нее. По ее версии, она подверглась насилию с помощью вешалки.
Более подробно рассказать о случившемся Британи не смогла, так как находилась под действием успокоительного. Офицеры договорились опросить ее еще раз в ближайшие дни, если она вспомнит что-то еще. В тот же день следователи опросили сотрудников соседнего магазина Apple Store, который работал до 11 часов вечера. Затем, зная, что нападения должны были произойти примерно в это время, они спросили, не видел ли кто-нибудь чего-нибудь. Тогда появился первый свидетель, который слышал только голоса. Этот человек сказал, что слышал два женских голоса. Один из них кричал: «Поговори со мной, не делай этого, скажи, что происходит». А другой женский голос говорил: «Боже мой, помоги мне, пожалуйста, помоги». Потом он слышал только крики и стоны. А когда все стихло, мужчина отметил, что слышал звук, будто кто-то что-то тащит. Несмотря на это, свидетель, сотрудник Apple, к удивлению не стал вызывать полицию. Он просто сообщил об этом охраннику, который отправился проверять магазин Lululemon. Он посмотрел в окно и отметил, что ничего странного не было, и вернулся в магазин. Этот сотрудник также рассказал, что позже он сообщил об этом факте менеджеру магазина Apple, и что около 11 часов вечера он ушел с работы, и в это время никакого шума уже не было. Детективы, занимавшиеся этим делом, отправились в дом Британи Норвуд, чтобы выяснить, не помнит ли она еще что-нибудь о случившемся. Когда они вошли в дом, женщина, все еще испытывая некоторую боль, пригласила их в гостиную для разговора. Там ее спросили, не вспомнила ли она еще что-нибудь за последние 2 дня, чтобы попытаться опознать двух мужчин, о которых она упоминала. Затем Британи попыталась объяснить, как происходили события. Она рассказала, что когда двое мужчин вошли в помещение, один из них направился прямо к ней, а другой схватил Джейну. Британи описала нападавших как белых мужчин в лыжных масках и по голосам определила, что им было где-то от 25 до 27 лет. Она отметила, что ее нападавший был ростом примерно 165 сантиметров, а нападавший Джейны был немного выше, примерно 180 сантиметров. Они были одеты в черное и носили перчатки. Британи также рассказала, что после того, как ее напарница была убита, ее нападавший пошел грабить магазин, а другой стал над ней издеваться. Когда она стала рассказывать об убийстве Джейны и издевательствах над ней, она начала плакать. Очевидно, Британи пережила нечто травмирующее. Но следователям нужно было получить как можно больше информации, поскольку она была единственной выжившей и единственным очевидцем на месте происшествия. Британи также отметила, что мужчина сказал ей, что тебя зовут Британи и ты живешь на такой-то улице, что напугало ее еще больше. Но она также рассказала следователям, что по ее мнению во время грабежа преступники вероятно видели в ее кошельке 2 счета за интернет и за бензин, на которых были указаны ее имя и адрес, и которые, по ее словам, были украдены. Еще одна деталь, о которой Британи упомянула, заключается в том, что нападавший, издеваясь над ней, начал оскорблять ее и даже делать расистские замечания. А после издевательств мужчина толкнул ее на тело Джейны, которая к тому времени была уже безжизненна. Детективы спросили Британи, поддерживает ли ее семья, на что она ответила, что да, что у нее были разговоры с семьей о возвращении в Сиэтл, чтобы быть в безопасности. Но она упомянула, что недавно устроилась на новую работу в Бетезде и с нетерпением ждет начала работы, как только оправится от травм. Поскольку нападавшие знали адрес Британи, детективы дали ей прямой контакт на случай, если кто-то из них появится в ее доме. Но при анализе полученных улик детективы обнаружили нечто новое, то, что не укладывалось в голове. Среди этих улик было медицинское заключение, которое привлекло их внимание. В нем говорилось, что Британи Норвуд не подвергалась насилию. Кроме того, в нем описывались повреждения, обнаруженные на ее теле. Несколько на руках и несколько на ногах. Но наиболее заметными были порез на лбу, царапина на спине и 5-сантиметровый порез на большом пальце правой руки. По сравнению с теми ранами, которые были нанесены Джейне, то, что они сделали с Британи, было почти пустяком. Но зачем ей лгать о насилии? С другой стороны, появился еще один свидетель. Начальница Британи и Джейны вспомнила ситуацию, которая произошла в ночь нападения. Она рассказала, что около 22:00 ей позвонила Британи и сказала, что забыла в магазине кошелек, и попросила связаться с Джейной, чтобы та вернулась и открыла ей дверь. Именно Джейна запирала магазин каждый вечер, и только у нее был ключ. Через 4 дня после нападения следователи начали догадываться, что Британи могла что-то скрывать.
Таким образом, она стала представлять интерес для следствия. Поскольку Британи была нужна для сдачи образцов волос и отпечатков пальцев, следователи сообщили ей, что им необходимо встретиться с ней в тот же день, чтобы продолжить опрос. Они никогда не говорили ей, что она является лицом, представляющим интерес для следствия. Они только сказали, что образцы должны были исключить ее присутствие на месте преступления, что является обычной процедурой, которая обычно выполняется, если на месте преступления находился человек, не являющийся подозреваемым. Но очевидно, что цель заключалась в том, чтобы проверить, смогут ли они доказать, что Британи действительно совершила нападение. И это было очень важно, поскольку именно здесь они могли бы получить несоответствие в ее рассказе, уже зная, что она может быть подозреваемой. Допрос длился 2 часа 55 минут. Первый час был потрачен на взятие образцов, остальные часы ушли на расспросы о показаниях Британи. Она постоянно упоминала, что нападавшими были 2 белых мужчин. Ее спросили, знает ли она, на какой машине ездила Джейна, на что она ответила, что не знает. Британи рассказала другие подробности. Говорила о том, что боится встретиться с одним из них и заплакала, когда говорила о Джейне. Следователи отпустили ее и попросили вернуться 18 марта в 10 часов утра. Офицеры ждали решающие улики, чтобы произвести арест, и такой уликой стала съемка камеры наблюдения с парковки возле Лулулемон, где Британи была замечена одна за рулем автомобиля жертвы. Допрос 18 марта, 4-й для Британи, начался нормально. Она сообщила, что рада перспективе переезда в Сиэтл, где она будет жить со своим братом Крисом. Но единственное, что ее беспокоит в связи с переездом, это то, что она хочет продолжать оказывать помощь в расследовании. Затем старший детектив снова спросил Британи об автомобиле Джейны, и она опять ответила, что не знает, на какой машине ездила ее напарница. После этого детектив показал ей фотографию, на которой было изображено, как в ночь нападения Британи паркует автомобиль Джейны на стоянке в нескольких кварталах от места происшествия. Тогда Британи сказала, что нападавшие заставили ее перегнать машину туда и что они постоянно следили за ней. Далее она отметила, что приехав на эту стоянку, увидела полицейский автомобиль, но не стала звать на помощь, так как якобы опасалась за свою жизнь. Однако ее совсем не было видно из магазина Лулулемон, потому что через 2 квартала она повернула направо, и ее просто невозможно было увидеть, и это не согласуется с ее показаниями о том, что за ней якобы следили. Тогда детектив сказал Британи, что не верит ее рассказу, что в нем есть несостыковки и что все это выдумка. Ей зачитали права и арестовали по подозрению в убийстве Джейны Мюррей. К этому времени было обнародовано несколько вещественных доказательств. ДНК с ногтей Джейны подтвердили, что царапина на спине Британи была нанесена Джейной во время нападения, вероятно при защите. Хотя записей с камер наблюдения было найдено не так много, на тех, что имелись, была видна только Британи, но никаких 2 мужчин в белых масках не было. Кроме того, женщина никогда не подвергалась насилию. Она скрыла подробности в своих показаниях и изменила многие другие, чтобы все выглядело так, будто нападение совершили 2 человека. У обвинения также были свидетели против Британи. Товарищи по футбольной команде из университета в Нью-Йорке, которые говорили, что Британи была милой, но у нее была небольшая проблема – она была клептоманкой. Она постоянно воровала, в результате чего была исключена из университета и лишилась стипендии. Также было доказано, что рана на большом пальце правой руки была нанесена, когда она напала на Джейну. Кроме того, было установлено, что она сама связала свои руки, чтобы сымитировать нападение. Несколько ран на ее теле были нанесены ею самой, и она несколько дней лгала властям, а также своей семье, которая в течение нескольких месяцев верила, что Британи невиновна. Помимо всего этого, было доказано, что кровавый мужской след, найденный в магазине, был сделан самой Британи с помощью кроссовка, который позже был найден в магазине. Самым сложным в судебном процессе было доказать, почему Британи жестоко убила Джейну, какой был мотив. В качестве доказательств были представлены 5 предметов, которые Британи предположительно использовала для нанесения ран на теле Джейны: молоток, кинжал, вешалка для одежды, палка, взятая с одной из вешалок для одежды, и швейцарский армейский нож. Было доказано, что мотивом была не кража денег, поскольку пропавшие из сейфа деньги были обнаружены спрятанными в том же помещении. В октябре начался судебный процесс.
Количество улик было настолько велико, что Британи Норвуд признала себя виновной в совершении преступления в целях самообороны и заявила, что нападение произошло после того, как Джейна наговорила ей гадости и напала на нее первой. Суд длился 6 дней, и присяжные признали ее виновной в убийстве первой степени. 27 января 2012 года судья вынес свой вердикт, приговорив ее к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Очевидно, что она убила Джейну, улики это доказывают. И она частично признала, что убила ее, хотя и заявила, что это была самооборона. Но остается вопрос, зачем? Хотя обвинение описывало нападение как месть за то, что ее поймали на краже пары спортивных штанов, Британи так и не объяснила истинную причину, что произошло между ними, что сделало нападение таким агрессивным. Многие считают, что истинным мотивом была зависть. Британи завидовала жизни Джейны, и что, возможно, убийство произошло не из-за мелкой кражи, а потому что Британи хотела жизнь Джейны, чего у нее никогда не могло быть в силу ее бедности. Друзья, что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании под этим видео. Не прощаемся.